Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня новый психологический расклад Таро. Вернее, даже не расклад, а это будет бомбезнейшая информация для любого и каждого из вас. Даже если сигнификация, которую мы сейчас сделаем, не очень вам подойдет. Но тем не менее, это будут крутые такие вот моменты, которые вам помогут в дальнейшей жизни не вступить в отношения с такой женщиной, о которой мы сегодня будем говорить, потому что это будет трэш, если будут отношения с такой женщиной. Сейчас мы проговорим все эти моменты. Как всегда, настраивайтесь на наш психологический расклад. Сейчас мы просто сделаем сигнификацию, чтобы знать, какие энергии у вас преобладают, что вы чувствуете, как вы поживаете и так далее. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, смотрим сигнификацию, и мы посмотрим, что же происходит в вашей жизни. Итак, я бы сказала, что в своей жизни вы перенесли тяжелейшую любовную драму. Именно любовная драма связана у вас с изменой, с расставанием. Здесь измена проигрывается, несмотря на то, что вы сильный такой, даже в чем-то, может быть, властный мужчина, вы с характером, но тем не менее вас просто убили наповал. Вот женщина своим поведением, она просто сразила вас наповал. Она вас настолько вот использовала, да, вот я сейчас говорю не очень такие, не очень приятные вещи, но тем не менее. Вот после того, что произошло, вы сейчас как-то женщин вообще как будто в стороне держите, да, но я не беру во внимание какие-то ваши романы для здоровья, да, но вы очень сильно обозлились на женщин, вы не верите, да, кто-то может считать, что все женщины гулящие, все женщины корыстные, вот в таком плане. Вы настолько обозлились на весь белый свет, у кого-то это может проигрываться, что давно такая ситуация, да, вот отношение такое к женщинам. У кого-то, возможно, вот поначалу после разрыва вы так считали, но сейчас уже немножечко попускает вас. Но то, что я не вижу абсолютно рядом с вами вот женщины, которая могла бы снова поразить ваше сердце, в которую вы бы влюбились. Нет, вот абсолютно. Знаете, как будто вы вот взяли паузу. Вот в личной жизни абсолютнейшая пауза. Вот как-то вы считаете, что реально вот все женщины, они недостойны вашего внимания. Вот как-то может еще проигрываться, что вам даже комфортно как-то вот сейчас одному быть. Вот вы решили для себя начать жизнь с чистого листа без женщины. Да, могут быть какие-то небольшие романы, да, но вот вы решили, вот, ну пусть даже какой-то период, но пожить для себя. По крайней мере, это ваше осознанное решение, потому что, ну, в таком состоянии, вот как вы пребываете, вот у нас мечи, 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 да, вы готовы чуть ли не порубать на кусочки, да, вот не подходи, да, не хочу никаких отношений, не нужно мне это. Это говорит, конечно же, ваша боль внутри, боль обманутых надежд, это боль то, что вы пережили, да, у вас уже просто защитный рефлекс такой, что не хочу переживать больше, не хочу, то, что я пережил, мне больше не надо. Поэтому вы сейчас и решили так вот для себя немного покайфовать. Да и вообще как-то вот обозленность присутствует на весь белый свет. Поэтому, ребята, вот я сейчас и хотела бы поговорить с вами вот как раз в связи с таким вот вашим состоянием, плюс вы еще с опасением вообще к женщинам относитесь. Вот я сегодня хотела бы поговорить о роковой женщине, да, как ее распознать, какие отношения с ней будут, если вот вы вступите в эти отношения, в новые с такой женщиной. Итак, кто же такая роковая женщина? Обычно такие женщины очень суперски выглядят. Они красивые, они ухоженные, они следят за внешностью, за фигурой. Это и косметологи, и фитнес-клубы, и массажи, да, то есть они умеют хорошо со вкусом одеваться, они умеют общаться. У них самооценка просто выше крыши, просто зашкаливает их самооценка. Вот знаете, у них какая-то особая такая манящая энергетика, вот, ну реально, ну мужчины просто во следе оборачиваются. Ну на такую женщину, ну даже женщины оборачиваются другие.
Они потрясающие любовницы. Они очень любят, когда на них тратятся. Они всегда правы. Такие женщины профессионально и тонко умеют манипулировать другими людьми. Такие женщины любят все вот эти и ночные загулы, тусовки, ночные клубы, да, вот с ней хорошо, драйвово, кайфово, вот именно когда встречаешься, когда это легкий роман. Такие женщины очень эгоистичны, у них нет самокритики. Они абсолютно не выносят, когда им кто-то говорит слово «нет». Такие женщины никогда не будут сидеть и варить борщи, сидеть дома с детьми. Им нужно постоянно куда-то бежать, где-то тусоваться, где-то зажигать, да. С такими женщинами, мужчинам вот именно очень тяжело морально. Почему? Потому что, смотрите, во-первых, вы всегда будете виноваты. Здесь абсолютное отсутствие самокритики, как я уже сказала. Вот как она решила, так и будет, да. Такие женщины вот обращаются с мужчинами в таком, знаете, в ключе свысока. Вот я королева, а ты там, ну, мой раб, как минимум. И если тебя что-то не устраивает, я никого не держу, да. Вот напишите в комментариях, были у вас такие женщины или нет. Такие, вот знаете, эмоциональные качели будут присутствовать постоянно. Она может пропадать, она может появляться, она может иногда включать такую вот блондинку, да, что я такая вся бедная несчастная, вот почему ты мне не позвонил лишний раз, я тебя ждала, ты мне не позвонил, да. То есть это будет то ближе, то дальше, это будет страх потери ее, это будет страх именно того, что именно, вот знаете, они привязывают к себе диким, шикарным сексом, они привязывают именно шикарным таким адреналиновым времяпрепровождением. С такими женщинами вы получите, да, массу эмоций, массу кайфа и в интимном плане тоже. С такой женщиной вы получите много впечатлений, вы можете куда-то ездить, тусоваться, да, но опять же, она, когда захотела, она про вас вспомнила. На следующий день она может забыть вас, да, и вы не понимаете, а что такое, почему она пропала, где же я. То есть это будет у вас постоянный страх ее потерять, потому что вы привыкаете к вот этому адреналину, к этому кайфу, к этому дикому сексу, да, которым она вас привязывает. И это приведет к сильнейшим таким вот и психологическим расстройствам. Это и психиатрия, это и плохой сон, это расшатанное здоровье, это постоянные стрессы, понимаете? В любом случае, что бы ни произошло, она всегда права, виноваты будете вы. Она, если ей будет нужно, она все обставит так, что реально вот вы будете виноваты даже в том, что она сотворила. Понимаете как? Они настолько тонко манипулируют, что вы даже не подкопаетесь. Она будет вам постоянно говорить, что ты должен, а я ничего не должна, я же слабая женщина, ты меня должен обеспечить и тем, и этим, и этим, да? Тебя что-то не устраивает, я найду другого, понимаете? Это такие тонкие манипуляции, и вы будете постоянно в напряге, вы будете в стрессе, вы будете стараться делать еще больше для нее, а ей будет постоянно все мало, ей будет все не так. Понимаете? Я думаю, даже некоторые из вас сейчас уже какой-то напряг, такой вот адреналин, даже после моих рассказов вот испытывают. Потому что это реально такое, вот знаете, состояние, как будто ты марафонец. Ты включил гонку, и ты бежишь, 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 чтобы все больше ей дать, да, чтобы ее не обидеть, чтобы она тебе в ответ давала тот кайф, да, те эмоции, тот секс потрясающий, то ощущение вот именно куража какого-то, да, вот они именно этим берут. Потому что отношения ведь с женщиной могут быть разные, да, с кем-то спокойно вы можете встречаться, с кем-то это реально вот дикий такой кураж, это эмоции, это сумасшедшая зависимость. Вот такие женщины, роковые женщины, они вызывают сумасшедшую зависимость. Понимаете? Она
Она никогда не будет спрашивать вашего разрешения. Она никогда не спросит, можно я пойду погулять с подружками. Ей подружки позвонили, да, она умчалась, и ей по барабану, нравится, не нравится, да. Терпи, моя красавица, как говорят. Поэтому смотрите, прежде чем связаться с такой женщиной, нужно 100 раз подумать, а потянете ли вы вот эти постоянные эмоциональные качели, даже если это будет сумасшедший интим, да, вот, даже если это будет какой-то действительно драйв, кураж, которого вы давно не испытывали. Но что вы получите в обмен? Кучу стресса, это начнутся и психологические, и психиатрические расстройства, это начнутся обострение, либо же зарабатывание новых болячек себе, понимаете? Плюс это будет подавление вас моральное, вы постоянно будете себя чувствовать виноватым. Почему же женщины себя так ведут? Довольно часто это идет опять-таки родом из детства. Это может быть и наследование модели матери, да, возможно, у нее мама, там бабушка, тетя, может быть, вот, да, вот она с детства видела такую модель поведения, и она это впитала с молоком матери. Также это может быть, что вот она еще будучи маленькой девочкой, опять же в детстве, она вот просекла, что когда она, допустим, заплачет, устроит истерику, да, вот знаете, как обычно дети любят, вот падают на землю, да, топают ногами и устраивают истерику, и тогда им покупают какую-то игрушку. Точно так и она. Она вот с помощью манипуляций, она с детства получала вот какие-то свои там игрушки, хотелки, вкусняшки там, да. И она это пронесла сквозь всю жизнь уже в такой в осознанный возраст, да, что она может манипулировать людьми, что она что хочет, то и делает. Это люди, которые ну, просто патологически эгоистичные. Она никогда вас просто так не отпустит, еще я вам могу сказать. Вот с такой женщиной вы реально будете по 100 раз сходиться, расставаться, да, ссориться, мириться. Это будут постоянные эмоциональные качели. И это будет продолжаться до того момента, либо пока она не выбросит мужчину как ненужную вещь. Знаете, вот как наиграется, вот любимой куклой наигралась и выбросила, нашла себе другую куклу, другого мужчины. Либо же, когда вот вы просто устанете, вот моральное, эмоциональное выгорание будет, когда вы уже не в силах будете терпеть вот эти качели, когда вы, может быть, будете надеяться, что вот она остепенится, она станет серьезной, вот мы будем вместе жить, там мы поженимся, да, и вы будете ждать, 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 а ситуация не меняется, и она не изменится, потому что такие роковые женщины, они реально рождены для любви. Но вот для любви именно такой, интимной любви, для любви таких, для развлечений, для любовных романов она рождена. Но никак не для семейной жизни. Еще раз повторюсь, борщи сидеть дома варить она точно не будет. И просто вы устанете, вы выгорите изнутри, вы сами решите просто поставить точку, но это будет уже слишком поздно. Уже будет и психологическое состояние нарушено, и болячки заработаны, и постоянные стрессы, опущенные руки. Это будет абсолютное выгорание. Поэтому, ребят, я вас просто предостерегаю. Конечно же, это личное дело каждого, да, я не могу ни в коем случае никому указывать, что и как делать. Просто я вот сняла такой небольшой ролик. Конечно же, это не все качества, такие основные я выбрала по поводу роковой женщины. Но это женщина-трэш, вот с которой можно взлететь в небеса от кайфа, да, вот взлететь в небеса от потрясающего интима, от потрясающих таких эмоций, которые зашкаливают, как в 20 лет. И можно сгореть, как спичка дотла просто. Вот сгореть от вот этих постоянных качелей, от постоянных унижений, от постоянных каких-то даже бывает оскорблений, да, потому что вы всегда будете виноваты, всегда запомните это, потому что она всегда права. Я делаю это акцент на этом и повторяю несколько раз, да, вот как резюме такое. Такие женщины априори, они не бывают, они не могут быть виноватыми. Виноватыми будут мужчины всегда.
Поэтому 100 раз подумайте, прежде чем связаться с такой женщиной, какой бы она раскрасавицей ни была, какой бы потрясающий интим не был. Вы прекрасно понимаете, что если вы хотите себе жену, да, вот женщину для стабильных, для серьезных отношений, которая будет всегда ваша, то нужно, наверное, все-таки выбирать другого типажа женщину, потому что роковая женщина именно для романов, для куража, да, вот для страстей каких-то, но никак не для семьи. Вы сами себя просто загоните в угол. Понятное дело, что каждому хочется красивую, ухоженную, драйвовую женщину, у которой никогда голова не болит, да? Но подумайте с другой стороны. Она будет всегда не ваша. Тем более, довольно часто говорят, что вот красивая женщина – это всегда чужая женщина. Она постоянно где-то с кем-то тусуется, да? Понятно, бывают исключения, но опять же, она куда-то бежит, она с подружками, она туда, она сюда пошла, да, а ты там сиди дома с детьми и вари борщи. Вот и подумайте, нужна ли вам такая хоть и роковая женщина, или же с ней просто можно пороманить. Это уже будет выбор за каждым. Вот такие психологические советы сегодня вам были. Я думаю, они вам пригодятся в будущем. Пишите, как вам отзывается это. Встречались ли женщины такие на вашем пути? Я думаю, некоторые из вас напишут, что у вас бывшая была такого типажа. Ну, значит, это перекреститесь, что вы ее потеряли, если она такая была. Тогда я вам сочувствую, если вы жили с такой женщиной, потому что это реально, это вынос мозга, это стресс, это эмоциональное выгорание жить с такой. Ну и тогда настрой на позитив. Ищем тогда женщину, которая будет, пусть не такая роковая, но она будет настоящая, она будет любящая, надежная, заботливая, любимая. И такая точно будет сидеть дома и варить борщи, а не бежать куда-то в ночной клуб. Вот сегодня такие у нас были советы. Кому понравились, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!